Вот это да. Вот это была атака на волкер. Промазала щука. Есть поклевочка. Всем привет! Сегодня с погодой должно мне повезти. Не так, как в прошлый раз. Тихо, спокойно. Главное, что нету дождя и нету ветра. Взял с собой спиннинг, взял с собой удочку с боковым кивком Cold Dragon, червей, а из приманок для ловли на спиннинг я взял силикон и воблеры. Рыбачить буду сегодня на небольшом водоеме. Вот тут он за камышами, может еще метров 50, как начинается этот водоем. И заканчивается вот там прямо, вот там. Ну сколько тут метров, может 300, не больше. Вот тут в начале водоема глубина даже посередине, где-то, наверное, около метра. Небольшая. Летом тут все заросшее водорослями всякими разными. Даже на боковой кивок я пробовал, невозможно опустить мормышку, настолько густые водоросли. Не пробьешь до дна наживку. А вот там дальше идут кувшинки, ну только где русла нет кувшинок. Я на этом водоеме летом ловил амура. Одного мне удалось поймать, вроде бы одного, насколько я помню. И ловил также здесь карпа. Сегодня буду плавать тут по всему водоему, по кругу, смотреть, присматриваться. Если где-то там увижу шевеление кувшинки, хорошо, остановлюсь, попробую пустить туда червя. А так в основном упор буду делать на спиннинг. Хочу попробовать половить здесь щуку. Я уже подготовил спиннинг. Фаворит X1. Тест 7,28, длина 2 метра 13 сантиметров. Звонкий, хороший спиннинг. Катушка Ryobi Ikushima 3000, шнур 0,18 фирмы Sunline. Титановый поводочек у меня. И решил я начать ловить щучку на незацепляйку со всем крючочком на вот такой вот силикончик. Так, ну, осталось только начать рыбачить. Первый заброс. А ну-ка. Ну, тяну не очень медленно. Такая средняя проводка, потому что глубина не позволяет. И водоросли на дне не позволяют делать медленную проводку. Вот все дно вот в таких вот водорослях. Прям ковром. Здесь бы, конечно, попробовать на поппер, но у меня есть волкер. Может, сейчас на волкер попробую. Он поверхностный воблер. Одним словом, буду пробовать на все, на что только можно. Это была атака на волкер. Промазала щука. Сейчас еще раз забросим. Ух ты, как красиво. Может помедленнее делать проводку, я имею в виду. Есть поклевка. Видали, атака какая? Ну, щука небольшая. А ну иди сюда. Эх, еще и промазала. А я тебя отпущу, ты ж маленькая. Что у меня с тебя взять? Стой ты. Ой. Ух. Мне главное, чтобы ты
меня не поцарапала. Ой, какая. Эх. Ой, мадам, давай. Вот он, волкер. О, волкер. Тоже фирмы Биркинг. Копия. Шарики в середине. Игра похожа на игру Поппера. А ну-ка, еще раз. Когда ловишь щуку на поппер или на волкер, красивые атаки щуки. Видно, как она атакует. Прямо аж сердце замирает. А так поддергиваю. Твичу, одним словом. А глубины совсем нету. Тут даже нету метра, полметра на глубина. Не знаю, видно вам или нет дно. Совсем мелко. Ух, опять атака, видали? Вышла из камышей, вот с правой стороны. Ну, дотронулась и ушла, промазала. Ух, сразу атака была, только забросил. Промазала снова. Даже удара не почувствовал. Вот вам и волкер. Я так понимаю, туда забросил, где она стояла. Ну-ка еще раз туда. Чуть дальше забросил. Интересно, выйдет или нет. Есть поклевка. Ой, хорошая. Ух, сошла. Сошла, елки-палки. Ух, вот это уже более-менее была щука. Протащил ее немножко. И все. Там уже не клюнет. Вкололась. Из-под камыша вышла. Тоже, кстати, наверное, третий сход. Вот это да. Есть поклевка, друзья. Она такая небольшая, но есть. Небольшая щучка. Сейчас мы попробуем рукой взять. Вот такая на килограммчик. На килограммчик. Ой, смотрите какая. О. Бух, сразу губ. Смотрите, на какой воблер клюнула. Так, отцепляем. Да, килошка есть. На меляках. Пробросал сначала я волкер. Вот такой волкер. Выходов полно. Щучка выходит вся мелкая. Я покрутился на этом пятачке. Думаю, поставлю яко, наверное, юзурик. Мелкая щука меня в прошлый раз надоела своими поклевками. И поставил всем известный воблер юзурик Эльминоу 66. Вот это вот такая раскраска у меня работает лучше всего осенью по водоемам.
И только я его поставил, первый заброс, сразу поклевка. Продолжаем дальше. Сначала погоняю тут воблеры по мелякам, а потом уже поплывем туда, где поглубже. Там, наверное, я поставлю все-таки или вот такой вот силикончик, или вот такой вот воблер. Так что пробуем дальше, может клюнет щучка и побольше. Этот воблер Юзури Кельминоу можно проводить как равномеркой, а также можно и твичить. Ну, у меня лучше всего результат, когда я ловлю на этот воблер, это когда я им твичу. Есть поклевка. Ух, сошла. Сошла. Сразу удар. Там водорослей целая куча. Зацепилась за водоросли и сошла. Ну, укололась. Второй раз точно не выйдет. Я ее немножко протянул. Такая, может, до килограмма. Небольшая щука. Вы видали, какая там вывернулась? Ничего себе. Но она не атаковала. Есть поклевка. Эй, мелочь. Ой. Ага, смотрите какая. Ой. Иди. Плыви. Есть поклевочка. Ну опять, наверное, малыш. Эх, смотрите, как гоняет. Ух, такая мелочь. Ой. Ух ты, чуть меня не уколола. Во какая. О, грамм 600 щучка. И снова клюнула на юзурика. О, красопета. На волкер перестала клевать. Ну, на такие воблеры, как волкер, поппер, щука клюет рано утром, когда рассветает, и вечером, когда начинает темнеть. Ну, перед тем, как потемнеет. Ну, вот пока буду продолжать дальше на юзурика. Попробуем вот туда. Твичинг сегодня работает хорошо. Равномерка как-то не особо пока. А вот на твичинг щучка неплохо отзывается. Хоть и небольшая, но поклевки есть. Есть поклевка. Сошла. И главное, стоит вся щука на мели. Пробовал тут вот по руслу. Вот я стою как раз на русле. На русле поклевок нету. Есть. Ой, возле лодки клюнула.
Опа. Возле самой лодки. В кувшинках. Ой, какая малеча. Плыви. Лебеди, вы когда собираетесь улетать на юга? А? Конец октября, вы все плаваете. Ну, как крылья растопырил. Рыбачил. Потом подул ветер. Сейчас ветер стих. И появился, смотрите, какой туман. Это ужас. Так буквально в течение 10 или 15 минут все затянуло. Все просто. Не видно. Ну сколько тут? Ну видимость метров 100. Щука перестала клевать. Плавал, наверное, ну, полчаса точно, ни одного удара. Решил достать удочку для ловли на боковой кивок и поискать амура. Ветер стих, волны нету. И будет хорошо видно, если он где-то стоит в кувшинках. Будет видно, где он стоит. Меняю крючок. Ставлю такой посерьезней. Не знаю, получится мне его найти или нет. 4 градуса тепла. Холодно. Вот такой крючок. В такое позднее время амур, карп скатываются на ямы и стоят на ямах. Они еще питаются. Совсем немножко, но они еще питаются. Там мотыль, всякие разные мелкие ракообразные. И мы попробуем ему подсунуть червяка. Огонь. Теперь самое главное его найти. Плывем, ищем. Если не находим, продолжаем дальше ловить щуку. Заплыл я в кувшинки. И вот так медленно плыву по кувшинкам ближе к руслу. Вот тут вот справа русло. И наблюдаю. Если вижу, что впереди раз зашевелились листочки, останавливаюсь, якорюсь и буду пробовать опускать наживку. То с одной стороны, то там, то там, то там, то там. И надеюсь, попаду ему наживкой под нос. Может быть, он клюнет. Или амур, или карп. Роек нету. Ну их и в такое время уже и не будет. До следующей весны. Плавал я, и вот тут спугнул амура. А вот буквально тут, может, метра 1,5-2, и вот так вот идет русло, глубина. И он с русла заходит сюда. Там пузырьки еще появились. Когда я его спугнул, такие сразу на поверхности пузыри появились, и кувшинка зашевелилась. Постою минут 10-15 и буду пробовать опускать. Он далеко не уплыл, он где-то тут рядом стоит. Может, туда сместился, либо на русло отплыл. И сейчас опять заплывет обратно. Минут через 10-15. Примерно где-то тут опустим сначала. Опа. Может, где-то около минуты в этом месте подержу наживку. Потом переставлю в другое место, переброшу. Никого. Чуть-чуть дальше забросим. Вот там. Вот там он стоял, когда я его спугнул. И вот так вот буду пробрасывать, перемещая наживку на каждые полметра по кругу. Ой, тут еще побольше глубина. Вот тут, по-моему, как ямка. Такие ямки роет карп летом в поисках корма. Ну, пока тишина. Ух.
Самолетики. Ух ты! Ёлки-палки, была поклевка. Вот это да. Вон пузыри пошли. Что ж такое, а? Не подсек. Опустил и сразу смотрю, только килок чуть приподнялся, потом вниз пошел. Ну, может, он зацепил просто. Но половину червей нету. Сейчас попробую прицепить червей и сверху нажала кукурузу. Попробуем еще так. Поклевка. Когда же тебя подсекать? Видите, нагинает по чуть-чуть. Совсем по чуть-чуть дергает. Опять в том же самом месте. О, опять. Как-то не могу поднять. Вниз, видите, тянет. Чуть-чуть вниз. Да ну что такое, а? Ой, и на крючке ничего нету. Прицепил червя и пробую еще раз. Что же это за рыба такая клюет? Пишите в комментариях, друзья, как вы думаете. Но сразу хочу сказать, что это не красноперка. Красноперка, когда клюет, то кивок вот так дергается быстро-быстро. А это поклевочки плавные. Плавненько то вверх, то вниз. Это явно большая рыба, не маленькая. Но линь уже не будет клевать. Может, карась. Из-за того, что крючок большой, я его подсечь не могу. Но я больше склонен к тому, что это амур. Зацепил опять, наверное. Нету ни кукурузы, ни червей. И резко кивок пошел в сторону. Во. Смотрите, что делается. Кивок туда-сюда ходит, туда-сюда. Ну разве это поклевка? Это не поклевка. Это он цепляет плавниками. Кивок плавненько то вниз наклонится, то вверх приподнимется совсем плавно. Специально достану. Посмотрю, наживка целая. Наживка целая. Да, цепляет. Клевать не хочет. Нормально. Поплавал я, поискал амура. Было, наверное, поклевок 5. Или поклевок, или зацепы. Непонятно. Но наживки на крючке не было после поклевок. Самое главное, что мне удалось найти амура. То, что были поклевки. Но поймать мне его все-таки не удалось. Но главное то, что он клюет в такое позднее время. Конец октября, уже и карп не активен на большинстве водоемов. На этом водоеме так точно. А амур все еще крутится в кувшинках. Плыву
в начало водоема. Попробую сейчас погонять еще щучку по кувшинкам. Может около часа. И буду выплывать на берег. Есть такие в кувшинках небольшие окна. Вот тут я и потвичу. Есть поклевка. Ой, сразу атаковала. Все, и сошла. И небольшая. Только заплыл сюда в кувшинке. Зверюга. Ну так ударила. Сразу только забросил, может протянул 2 метра. Сразу поклевка. Так далеко не забрасываю, метров 10-15. И тут по окошкам пытаюсь ее найти. Вот, к примеру, вот туда. Но если рядом стоит, то сразу атакует. Особенно если это мелкая щука. Проплыл я по кувшинкам, вдоль кувшинок, по кувшинкам. Было пару поклевок и все на этом. Уже плаваю где-то на полчаса. И мертво, такое ощущение, как будто здесь и щуки нету. Ну, уже и дело ближе к обеду. Щучка, наверное, накушалась и спряталась. Буду я выплывать на берег, потихоньку собирать снасти. Щуку мне удалось найти и поймать. Амура мне также удалось найти, но поймать не удалось. И самое обидное то, что были поклевки. Погода менялась постоянно, но как для рыбалки осенней, рыбалка более-менее получилась. Ставьте, друзья, обязательно лайки, пишите комментарии, не забывайте. Кто не подписан, подписываемся, не забываем нажимать на колокольчик. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока!